Всем привет! Вот, наконец, стрим и заработал. Так, давайте подождем немного, пока все присоединятся. Заодно проверим, работает ли техника. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Сейчас увижу, могу ли я видеть комментарии. Да, вообще слышно меня или не слышно? И видно меня или не видно? Пока вы пишете, расскажу, что сегодня будем делать. Сегодня я хотел с вами обсудить контент-план наш. Что мы хотим снимать в ближайшие несколько месяцев, что вам будет интересно, чтобы мы сняли. Ну, дабы не снимать всякую фигню, которую вы не хотите смотреть, но при этом снять что-то, что мы можем рассказать интересно. Ну и, конечно, Q&A, как обычно, поотвечаю на ваши вопросы с радостью, если смогу. А если не смогу, по крайней мере, посоветую, где можно информацию найти. Вот так вот. Так, отлично. О, работает, супер. Так, в общем, сегодня хотел посоветоваться с вами по поводу контента. Есть несколько идей. Первая идея – это стать консультантом. Наверное, вы смотрели первую часть, когда мы снимали с Ренатом историю, как мы начинали подготовку от резюме и заканчивая оффером в StrategyEnt, который вот он недавно получил. У меня вопрос такой к вам. Интересен ли такой формат? Хотите ли вы еще это посмотреть? Или это какое-то занудство неинтересное, которое вам не хочется даже тратить время, чтобы смотреть? Что скажете? Звук так себе. Ага. Да. О, видели, какая у меня тут штука со звуком? Так, ладно, со звуком поработаем, наверное, в следующий раз, чтобы эхо не было. Так вот. Расскажите, что вы думаете по поводу стать консультантом. Просто, с одной стороны, это интересно, мне кажется, это может быть полезно людям, посмотреть, как готовятся другие ребята, и, может быть, применить это для себя в своей подготовке. Но, с другой стороны, наверное, основные вопросы мы и так уже осветили с Ренатом. И, в принципе, и материалов много выкладывали по кейсам разных, и не только мы выкладываем, вообще их достаточно много. И непонятно, нужно ли это еще. Или этого все равно недостаточно? Вот про это как раз мне было бы интересно ваше мнение. Потому что мне кажется, что сами серии отдельные с Ренатом не так много смотрели. Смотрели хорошо серии, когда мы про резюме говорили, и когда мы обсуждали уже самый финал, и там даже много комментариев было, и обсуждение получилось такое достаточно интересное. Вот мне интересно, что вы думаете сейчас. Так, отлично. Так, слышно, видно, супер, круто. Спасибо, ребят. Так, интересен, но не со студентами РЭШ. Да, это, кстати, очень хороший вопрос. Студент РЭШ. И много, на самом деле, было предложений. А давайте снимать не студента РЭШ, давайте возьмем какой-то супер нерелевантного чувака и девушку с супер не консалтинговым бэкграундом, возьмем, прокачаем его, чтобы его взяли в тройку. Но тут, к сожалению, я должен вам честно сказать, так очень редко работает. Очень редко работает по нескольким причинам, я бы две назвал. Во-первых, бэкграунд неподходящий, не очень таких людей любят брать все-таки. Хотя про них и рассказывают, что вот они там наши суперзвезды, вот у нас есть виолончелист, а еще у нас есть балерина, а еще у нас есть девушка-модель и тому подобное. На самом деле редко их берут, просто потому что бэкграунд неподходящий. Чаще берут как раз ребят из РЭШ, из Вышки, из МГИМО, из МИХМА, там, с МГУ, с МИХМАТа, с эконома и тому подобное. Это первая причина. Вторая причина, что таким людям, поскольку у них другой бэкграунд, у них и другое видение мира, другой скиллсет, им очень много нужно готовиться. И потом не у каждого хватает терпения столько готовиться. Поэтому очень велика вероятность, когда приходит человек совсем не с подходящим бэкграундом, то есть про консалтинг ничего не слышал, а теперь ему рассказали, он такой: да, все, я хочу. А потом через месяц это «я хочу» кончилось, потому что там будет очень сложная работа, ее будет очень много, а при этом ее будет больше, чем с человеком там с условного РЭШ. А сил столько человек не будет готов инвестировать. И поэтому идея, конечно, очень крутая, позвать человека, позвать, я не знаю, артиста Большого театра и подготовить его к консалтингу, но тут есть свои большие сложности. В общем, мы про это думаем пока. Так, дальше читаю ответы. Так. Формат да, но не стать консультантом, а стать еще кем-то. Интересная мысль. А кем еще? Напиши, пожалуйста, в комментариях, кем еще. Data Scientist, я не знаю.
программистом, я не знаю, но у меня не очень хорошо с фантазией. Артистам Большого театра, то здесь, наверное, мы вряд ли можем особо помочь. Каким-нибудь аналитиком-менеджером, юристом. Ну, юристом, кстати, в будущем достаточно тяжело будет, наверное. Так, ну ладно, жду ваших мнений. Интересный формат, хотелось бы больше разборов кейсов. Окей. А вот мне казалось, что кейсы как раз не очень интересны, по-моему, их меньше смотрели, чем другие видео. Или я, может быть, ошибаюсь. Может быть, их меньше смотрели, но зато с большим вниманием. Окей, кейсы, услышал. Просто микрофон и потише. О, спасибо за совет. Попробуем. Микрофон потише. Сейчас, раз. Ой, нет, это сильно. Раз. Опять сильно. Так, гей. Вот, скорее всего, вот так. Так, ну-ка. Раз. Раз. Так, нет, сильно. Вот так. Вот, скорее всего, так будет нормально. Так, микрофон поправили. Так, все основные вопросы были, будет перебор. Угу. Не стать консультантом. Ну да, The Temix, слышу тебя. Полезного, но мало интерактива. Видео выходит с большим благом. Да, это правда. О, Дим, привет. Видео с большим лагом выходит, потому что у меня много времени шад занимал, и поскольку нужно было и к шаду готовиться, еще иногда про него рассказывать, еще там интервью брать, конечно, в итоге лаг большой образовался. Мы хотели снимать сначала постоянно, но в итоге потом просто не успевали. Но я слышу аргумент, что стоит почаще снимать. Вернее, стабильнее снимать и выкладывать это. Мало интерактива. Да, как интерактив? Ну, интерактив... Ну, окей, надо подумать, что можно с интерактивом сделать, кстати, да. Так, полезно. Хотел бы... Ой, как я быстро прокрутил. Хотел бы увидеть людей из индустрии, которые хотят в консалтинг. Да, позвать ребят с опытом уже было бы супер круто, но тут есть некоторая сложность, что такие люди не очень хотят рассказывать про себя, потому что боятся там предыдущую текущую работу, что не так поймут, не так посмотрят и тому подобное. Но идея действительно клевая. Тем более, что большинство людей у нас учатся как раз люди с опытом. Студентов прям не очень много. Поэтому, может быть, мы позовем. Я надеюсь, мы снимем еще парочку интервью с людьми, которые прошли в консалтинг не так давно или вот скоро вот пройдут. Там, потому что есть очень клевые кейсы, почти что артисты Большого театра. Если у них будет время и возможность. Ну, в общем, хотя бы так закроем вопрос людей с опытом. Так. Смотрел «Игру престолов»? Нет, «Игру престолов» не смотрел, в принципе не смотрю. Боюсь, что она меня съест все мое время, поэтому я сериалы не смотрю вообще. Так, будет подходящий, но не топ. Финашка, Рео. Ну, может быть, кстати. Подходящий, то есть, да, действительно, человек с бэкграундом близким, но не прям супер-мега крутой. Да, в этом есть смысл, чтобы выйти в массы. Ну, окей, Финашка и Рео это тоже не массы, на самом деле. Массы это, я не знаю, какой-нибудь региональный no-name вуз. Вот это будут массы, но там тут, к сожалению, мы не потянем с точки зрения подготовки. Тут нужно много лет потратить, чтобы человека обучить, просто потому что люди другими вещами занимались. А тут консалтинг сразу так быстро не заботаешь. Так, можно взять несколько. Угу. Разных людей основных типов, посмотрите, как каждый будет успешным. Да, можно. Но несколько людей мы, наверное, не потянем, просто потому что преподавателей не хватит, поскольку на каждого нужно внимание уделять, с каждым нужно внимательно работать, и плюс еще потом видео, это все монтировать надо. Тогда нам по-хорошему еще команду этих операторов и монтажеров расширить, пока у нас один Ваня этим занимается. Окей, так, принято. Так. Так, Макс пишет, позови меня, я готов. Окей. Я думаю, что если будем проводить еще один раунд, в смысле еще один сезон, объявим какой-то отбор, какой-нибудь такой забавный, интерактивный. Может быть, там резюме люди поскидывают, а мы потом устроим, например, голосование, кого позвать. Например, так. Либо, может быть, все-таки резюме люди покидают, а мы сами как-то выберем. Либо совместим и то, и другое. Как там, я не знаю, Forbes выбирает своих 30 under 30, слушает и голосование, и сам что-то решает там, за счет экспертов. Вот, может быть, что-нибудь такое мы сделаем. Так, Дима пишет, с длинными волосами было лучше. А это есть почти длинные, это просто прическа другая. А так, на самом деле, когда интервью будем снимать за чешуй, там они будут почти длинные. Аналист ассоциат в IB.
клевая идея, мы думали об этом, как раз снять с Сережей Пестовым сезон, но там просто очень мало людей сейчас берут, и IB такая тема не очень живая в последнее время, поэтому, ну, как бы, там места особо нет, тяжело подготовить, то есть шанс пройти будет прям не очень большой. Но хотя тоже вариант, пока что еще не отбросили окончательно. Так, окей. Ладно, в общем, ответы я услышал, то есть, что в целом больше людей сказали, что это интересно, но нужно это как-то разнообразить, нужно добавить интерактив, и нужно что-то новое привнести относительно того, что мы до этого рассказывали, и делать это более стабильно. Вот я такую услышал тему, теперь будем думать, что с этим делать. Хорошо. Так. Это первый был вопрос, который хотел с вами обсудить. Второй вопрос, который хотел обсудить. Мы думаем... Недавно я посмотрел видео Дудя про Колыму. Ну, и сюжет интересный, но мне интересно было смотреть с точки зрения продакшена. Продакшн был прикольный, учитывая, что команда была небольшая. И я подумал, а что если взять и снять видео такое минут на 40, на 50, более контентно содержащее, чем обычные влоги, про профессии будущего. Типа, кого возьмут в будущее. Посмотреть, какие профессии, скорее всего, сохранятся, какие автоматизируются, с теми, которые сохранятся, что с ними произойдет, и чему сейчас можно учиться, чтобы попытаться в эту всю тему влезть. Интересно ли это? Если интересно, то какие вопросы вам было бы интересно осветить в подобном видео? Там, может быть, какие-то куски интервью, каких-то интересных людей поспрашивать, с кем-то побеседовать. Может быть, там какую-то аналитику провести. Может быть, я не знаю, есть какие-то интересные книги по этому поводу. Посоветуйте какой-то интересный контент, который, думаете, вот здесь лежал. Либо скажете, вообще это неинтересная идея, да ну, тратить свои там 50 минут, чтобы потом смотреть, я не стану и все прочее. Поделитесь своим мнением сейчас. Так, а я пока быстро отвечу на вопросы. Тут Илья написал про ценится ли следующая специальность на рынке труда: автоматизированная система обработки информации и управления, компьютерная система. Автоматизированная система обработки информации и управления. Не очень понятно, что там такое. Что это за профессия? Это типа тот же анализ данных, тот же машин learning инженер, машин learning аналитик. Я не очень понимаю просто, что это такое, поэтому фиг знает. Хотел бы понять, а что за профессии они там предлагают. Скоро ЕГЭ, мало времени осталось. Наверное, уже нет смысла выбирать особо профессии. То есть, как бы ЕГЭ это уже сейчас нужно сдавать, а потом подаваться куда возьмут. Как эффективно распределить свое время? Окей, это нужно чуть более точно, на что потратить время, какая цель и сколько времени у тебя осталось. И тогда можно распределять. А так, в целом, как распределить? Желательно равномерно распределять и поставить дедлайны. Обычно это лучший способ эффективно время использовать, не потратить его на всякую ерунду и в то же время успеть без каких-то авралов. Но обычно так делают, я знаю, в любом проект-менеджменте. Так, вот, The Temix пишет, только да, ждем это видео, тем более ты уже давно обещал. Так, окей, супер. Так, расскажи, что-нибудь тебе интересно. Так, я думаю, можно сделать серию выпусков, где есть и анализы, и интервью, какие-то прогнозы, скажем, 3-5 серий по 40-50 минут. Да, интересно, 3-5 серий. У меня сейчас в голове есть контент где-то, наверное, на час. То есть идеи, где взять контент, более-менее такой high-level стратегия. 3 серии про 40-50 минут, не знаю, но опять же, если вы что-то посоветуете прикольное, то с радостью послушаю. Меня недавно очень впечатлила книга, которую, кстати, Себран советовал, Кай Фу Ли, AI Superpowers. Сверхдержавы искусственного интеллекта. Там как раз здорово рассказывают про то, почему Китай будет в скором времени очень силен в этом направлении, и что с этим направлением, как это направление повлияет на экономику и на различные профессии. Вот примерно из этой
парадигмы я и хотел рассказать несколько вещей, поговорив, может быть, с какими-то прикольными ребятами, технарями, которые знают, на что способно машинное обучение, не понаслышке, поскольку сами его используют, и послушать, что они скажут, там, насколько различны его прикладные направления близко от нас находятся во времени или, наоборот, далеко. Так. Дима что-то написал, но удалил. Окей, так. Использует ли консультант General строки в работе что-то кроме PowerPoint и Excel? Да, сейчас используют. Сейчас уже, по-моему, начинают использовать табло. Табло используют уже даже когда я уходил, на самом деле. Табло используют, Power BI, по-моему, используют. И периодически используют, не сами консультанты, но это не консультанты-генералисты, это какие-нибудь там эти data scientists, что они используют там весь стек технологий, разные стеки. Поэтому про консультанта, да, я бы, наверное, добавил просто, что табло, Power BI, скорее всего, и плюс взаимодействовать с технарями. Я думаю, что так. SQL, например, вряд ли вам понадобится. Так. Базисы скиллов будущего и как профессии будут по ним раскладываться. Интересно. Ну да, если начать повествование там от скилла, то есть какие скиллы будут нужны, это на самом деле примерно так и хотел рассказывать. То есть там есть, грубо говоря, такая там график, какие скиллы нужны, креатив и коммуникация. Вот они, собственно, два ключевых скилла, которые пока что тяжелее всего автоматизировать на качественном уровне. И вот из них как раз и будут складываться профессии. То есть некоторые профессии уже сейчас там сидят. Вот чем выше в этой матрице, чем дальше в угол, высокий креатив, большая коммуникация, тем тяжелее автоматизировать профессию. То есть, например, SEO-компании тяжело автоматизировать. На удивление, тяжело автоматизировать, например, медсестер. Потому что они как раз много взаимодействуют с людьми, и там большая коммуникация. Хотя вроде работа не очень сложная, но вот она не будет автоматизироваться. А вот, например, работа того же Data Science аналитика, особенно entry-level какого-нибудь джуна, автоматизировать будет как раз не очень сложно. И консультантов, кстати, та часть, которая связана с аналитикой, автоматизировать не очень сложно будет, скорее всего. А вот та часть, которая связана с коммуникацией, вот она достаточно долго будет жить. Так, дальше читаю ваше предложение. Недавно был на лекции Озона, они там очень много говорили про синергию IT и supply chain в их бизнесе. Можно посмотреть на ритейл будущего в разрезе онлайн-шоппинга. Интересно, Озон, да, причем онлайн-шоппинг. Потому что мы ведь не так давно, уже год назад снимали интервью с Валерой Бабушкиным, он как раз из X5, но это не онлайн. Хотя они в онлайн тоже идут. Ну, в общем, да, окей, онлайн-шоппинг слышу, да, можно про это поговорить. Очень интересная идея про профессию будущего. Например, работая в Карпфине в отрасли, интересно узнать о будущих трендах в Карпфине, о знающих людей. Future of Finance, так сказать. Вот интересно, кстати. Вот Finance такая тема, которую, видимо, в значительной степени можно автоматизировать. Но вот, может быть, не какой-то там жесткий Карпфин, где нужно именно общаться с людьми и свои какие-то идеи по реструктуризации финансов или там по приобретению компании предлагать. А вот, например, работу аудиторов, скорее всего, в значительной степени автоматизировать получится даже раньше, чем работу таксистов. Потому что таксисты все-таки выполняют работу, очень связанную с риском для жизни других людей. И поэтому там еще долго будут возиться с этими самоуправляемыми автомобилями, хотя они сейчас уже неплохо ездят, особенно там по трассам. А вот работа аудитора, она не связана с риском для жизни, она связана с обработкой большого количества информации, она достаточно сложная, и там есть много нюансов, это да, но в принципе кажется, что машинный интеллект, несмотря на всю свою ограниченность, вот эту тему может неплохо съесть и уже начинает постепенно есть. Да, вот про это стоит рассказать. Вопрос. Как тебе дается машинное обучение в ШАДе, что нравится, что не нравится? Как дается неплохо, но я в последнее время ему меньше стал внимания уделять, просто потому что по флесу больше работы. Опять же, тот же видеопродакшн занимает достаточно много времени. Нравится, что много клевых задач и интересные ребята, с кем обсуждаем. Вот буквально сейчас я почему опоздал, потому что там пришел с обсуждением машинного обучения в ШАДе как раз с друзьями. Наверное, не нравится то, что не очень много возможностей есть позадавать вопросов преподам.
нужно все решать самому. Ну, то есть, как, собственно, и студенту, наверное, нужно делать. Но при этом, будучи там человеком, который работает, и у которого не так много времени, как у студента, я бы хотел какие-то вещи быстрее постигать и где-то поговорить с человеком, знающим пораньше, а не там только уже на проверке работ. Вот это, наверное, минус. И в этом я вижу перспективы и Флеса. В том смысле, что нужно дать людям возможность учиться самим, но при необходимости люди должны иметь возможность задать вопросы экспертам и людям, которые шарят в этой теме. Вот как раз я думаю, что в дальнейшем Флес мы будем развивать в этом направлении. То есть мы будем меньше делать акцент на групповые курсы, а больше на self-study, плюс в нужные моменты поговорить с преподом, позадавать вопросы один на один, может быть, в небольшой группе, быстро, чтобы препод на все ответил, и ты дальше можешь сам заниматься, опять до следующего затыка. Вот это сильно бы оптимизировало мою работу в Шаде, и мне кажется, что это применимо вообще много где, и мы постараемся это сделать вот буквально в ближайшее время. Так, Олег пишет, привет, Олег. Так, Дима что-то еще пишет. По первому вопросу, насчет интерактива. Так, это Дима пишет про стать консультантом. Окей. Насчет интерактива мне видится, больше подписчики определяли судьбу. Либо делать чаще видео, либо добавить про самостоятельную подготовку и корректировать ее от фидбэка пользователей. Ну тут сложно, чтобы подписчики определяли судьбу. Да, это клевая идея, но я пока тоже не знаю, как реализовать, если честно, потому что, мало кто, наверное, согласится действовать вот на основе того, что людям мы сказали с телевизора, учитывая, что это может повлиять на твою карьеру. То есть это как такое опасное решение. Если бы это было просто что-то забавное ради развлечений, типа, я не знаю, сбросить из окна арбуз, сбросить с третьего этажа или со второго, давайте проголосуем, все голосуют и выбираем третий этаж, то да, здесь, наверное, это посложнее, но идея пообсуждать со зрителями, что так, что не так, и послушать фидбэк, вот это, кстати, клевая тема, потому что фидбэк бывает очень даже ценный. И то, что Ренату писали по видео, был клевый фидбэк на самом деле. Поэтому я думаю, что вот этой теме будем больше внимания уделять. Да, если будем снимать, то будем снимать, выложили серию, почитали фидбэк, и следующая серия будет на основе фидбэка людей. Да, кстати, мысль. Так. Дальше что пишут? Так, дальше пишет Николай. Вопрос. После стажировки в аудите компании Big 4 получаю офферы, есть успехи. Круто, поздравляю. Параллельно отбираюсь в консалтинг, другие компании Big 4. Если пройду, стоит ли сразу уходить? Если договариваться, то как и о чем? Вообще лучше, наверное, поработать некоторое время, то есть совсем 3 месяца на одной позиции, а потом уходить в другую компанию, не очень круто смотрится. То есть хорошо бы, чтобы ты хотя бы поразбирался в том, как работа устроена, хотя бы полгода поработал, или там год. Но полгода, наверное, нормально, чтобы понять, что к чему, и уже чему-то научиться, а потом можно переходить. О чем договариваться? Я думаю, что есть смысл поставить в известность там своего менеджера о том, что ты получишь куда-то оффер, если тебя уже позовут, поскольку это поможет человеку менеджеру твоему предложить тебе какие-то более клевые условия, более интересную работу. И, возможно, перевестись в другой отдел. И это может улучшить твою жизнь даже сейчас, без принятия оффера. Наверное, говорить о том, что ты куда-то отбираешься, не стоит. Непонятно, как это повлияет на то, какие проекты тебе будут доставаться в компании. Но когда оффер дадут, уже точно есть смысл поторговаться и посмотреть, что могут еще тебе предложить в твоей текущей компании. Так, дальше. Ник пишет. Существуют ли какие-либо ресурсы с подробным описанием трансформационных кейсов в компании? Что-то вроде документации по проекту. Подробное описание. У консалтинговых компаниях на сайтах написаны там их кейсы, но они не супер подробные. Там описание типа был ритейлер офлайн, мы ему сделали сайт, мы ему сделали там кучу всего, он стал ритейлер онлайн. Но это супер сокращенно. Подробно, к сожалению, никто не будет выкладывать, потому что это proprietary information, понятное дело. Людям нет смысла выкладывать свои кейсы вот так в open source. Поэтому я думаю, что нет, я не слышал о такой штуке. Но можно хотя бы поискать по сайтам компаний.
я думаю. Но либо подобные штуки есть, наверное, в каких-нибудь кейсах бизнес-школ. Вот, кстати, зачем есть смысл идти в бизнес-школы, там есть очень подробное описание, вот из там парочки кейсов из Гарвардской бизнес-школы, которые я видел, там, конечно, очень круто все расписано и очень подробно. Поэтому, если вам нужно кейсы изучить там в большом количестве, то есть смысл идти в бизнес-школу. Но это, конечно, больше времени занимает, а так, чтобы быстро найти где-то их, нет, я не знаю. Я думаю, что такого места нет. Так, пишут дальше. Готовлюсь в ШАТ, но когда решаю задачи по математике и проге, часто отвлекаюсь на видосы, и порой голова болит от непонимания и сложности. У тебя был такой предготовка к ШАТе? Нет, я не смотрел видосы. Мне кажется, что поставь себе цель, можешь поставить себе программу, которая запрещает выходить в видео. Вот этот Rescue Time, которым я пользуюсь. Он просто после 15 минут просмотров видео в день, он запрещает на них выходить дальше. И на этом сэкономишь время. Но плюс у меня как-то не было такой проблемы. Я помню, что мне очень сильно хотелось поступить. Я хотел заботать по максимуму все, что у меня было, потратить время эффективно. И мне как-то не хотелось сидеть и смотреть видосы, поэтому даже не отвлекался. Но если такая проблема есть, сделай для себя обстоятельства, которые тебе это ограничивают. Не знаю, решать задачи можно и без компьютера. Решай без компьютера совсем. Убери телефон, вот сиди, и тогда это тебе поможет не тратить время на видосы. Наверное, я бы так сделал. Так, как научиться усидчивости? А на усидчивости, кстати, помогает научиться FOMO. Да, fear of missing out. Когда посмотришь, как другие люди кучу всего успевают, особенно в Facebook, когда почитаешь, где каждый хвастается своими достижениями, думаешь, у меня не так много достижений, я столько всего не успел, а тут я потратил время зря, а тут я не занимался. Это мотивирует, заставляет пахать поактивней. Плюс иногда полезно полениться. Вот если ничего не хотите делать, попробуйте день ничего не делать. Посмотрите те же видосы. Потом к вечеру станет обидно за потраченное время и противно, и поднажмете, и будете на следующий день, уже в следующие несколько дней эффективнее заниматься. Опять же, у меня вот лично это помогает. Не знаю, кому-то, может, не поможет, люди скажут, я так обленюсь и совсем ничего не буду делать. Может быть, но тогда не знаю даже, что посоветовать. У меня такого не было проблемы. Так, что можешь сказать об опыте в аудите Big 4? Все еще актуально? Какие сферы открываются после? Также, что думаешь о консалтинге в Big 4? Смотрите, Big 4 это клевая такая школа жизни, поскольку там научат много работать, и за счет этого научат эффективно работать, потому что иначе не выжить. Это круто поработать там после университета, потому что после университета пока еще не понимаешь, как все устроено в разных компаниях. В Big 4 прям работа такая нормальная, по-честному научит. Перспективы какие открываются, опять же можно пойти либо в индустрию, в аудит, либо попытаться перейти в какое-то другое отделение в Big 4, либо в тот же консалтинг можно пойти работать после четверки. На четверку хорошо смотрят в консалтинге. Мне кажется, большинство людей, которые идут в тройку из компаний, из индустрии, они как раз идут из четверки. Поэтому четверка хорошие трамплины для консалтинга. Так, Артемий пишет. Виктор, привет, большое спасибо за крутые интервью. Будут ли еще видео про DSML? Да, будут. Спасибо, что спросил, кстати, потому что сейчас я готовлюсь к интервью с главой по Data Science из BCG. Я думал, наверное, там просто будет какой-нибудь очередной консультант, очень там крутой партнер, который круто говорит, но при этом мало что смыслит в Data Science. А там оказался очень крутой ученый как раз, глава Data Science BCG Gamma в России. Я посмотрел его статьи, посмотрел его публикации, посмотрел его курсы, которые он ведет, в вышке преподает. Меня впечатлило. Я понял, что нужно реально подготовиться к этому интервью хорошенько, а не просто там стандартный набор вопросов позадавать. Этим я сейчас как раз занимаюсь. Вот сейчас я доделаю лабу для Шада, и, наверное, завтра буду ресерчить интервью. Мне кажется, что будет интересно, поэтому очень советую посмотреть. И заодно узнаем, насколько вообще в BCG работает с Data Scientist. Вообще непонятно, насколько консультанты сейчас пытаются спрыгнуть в уходящий поезд Data Science и тоже что-то предлагать. Но непонятно, насколько они справляются, поскольку когда я в ОДС спросил, а что думаете про тройку в Data Science, все там посмеялись, сказали, какой-то ужас. Особенно McKinsey страшно критиковали.
Ну и McKinsey интервью тоже не хотели давать, поэтому я не знаю, может быть, там и действительно они не очень хорошо пока шарят, но может быть научатся потом. А вот BCG, они сказали, да, у нас все круто, мы вам все расскажем. Поэтому пока представляется, что BCG такие ребята посильнее, если вам интересен вообще Data Science в консалтинге. Ну, в общем, посмотрим, я думаю, что видео там в ближайшие недели-две мы снимем и выложим. Так, дальше. Насчет перехода из аудита в консалтинг. Как раз полгода и была стажировка. Ну круто. И вот я думаю, что самое время тогда переходить. Полгода поработал, можно и переходить. Так, вот сильно прокрутил. Так, как думаешь, что в будущем будет более востребован? Продакт-менеджер, проект-менеджер или бизнес-аналитик в ИТ? Ну, продакт-менеджер и проект-менеджер – это очень похожие направления на самом деле, и часто их тяжело отличить, там, особенно в разных компаниях, там, продакт-менеджер может быть, по сути, проект-менеджером. Но это, по сути, когда у тебя есть какая-то сфера деятельности, которой ты управляешь, и у тебя есть куча разных ресурсов, которыми тебе нужно эффективно воспользоваться, чтобы пришел результат. Ну, это почти одно и то же, что продакт, что проект. Бизнес-аналитик, но это человек чуть помладше, на самом деле, это просто который анализирует данные. Но кажется, что бизнес-аналитика, она будет меняться в сторону большего количества данных. И пока непонятно, насколько автоматизация здесь сможет каких-то примитивных аналитиков заменить. Вот проект-менеджеров заменить автоматизация сможет вряд ли, потому что менеджмент – это в огромной степени общение с людьми и достижение целей в команде. Тогда как аналитик это просто анализирование данных, что по сути компьютер лучше делает, чем мы. И он научится скоро это делать лучше нас. То есть будущее, на мой взгляд, все-таки у проект и продакт-менеджеров в большей степени, чем у бизнес-аналитиков в ИТ или не в ИТ. Поэтому если есть возможность заниматься продакт-менеджментом, лучше заниматься им, конечно. Так, дальше читаю. Последний коммент про стать консультантом. Так, окей, давай, Дим. Так, подумайте еще про стриминговый формат, особенно в кейсах, чтобы ментор и тот, кто готовился, отвечали, как ты сейчас. Интересно. Вот это, кстати, возможно, мы сделаем, потому что мы сейчас обсуждаем с Анной Саакян возможность снимать видео чаще. То есть, на самом деле, мы хотим сделать шоу, что-то типа кейсы с Анной Саакян, когда раз в 2 недели будем собираться, не знаю, будет ли один и тот же кандидат или разные, будем решать кейсы и обсуждать его. Это как раз она будет хостом, она будет проводить. Мы пока еще не обсудили, но я надеюсь, что решим. Вроде как идея прикольная. И вот его возможно делать как раз в стриминговом формате. Как раз удобно монтировать быстрее, и вы вопросы можете задавать, и мы можем это пообсуждать вместе. Да, кстати, хорошая идея. Спасибо, что предложил, Дим. Возможно, мы так и сделаем. Так, дальше. Иван пишет. Насколько критичен для entry-level позиций в тройке или тире 2 опыт работы? Не критичен. Стажеров берут без опыта. Но если вы хотите идти старшим аналитиком или даже аналитиком сейчас, и там, а тем более ассоциатом, там нужен опыт уже, конечно. Пройти можно без опыта. Так, цепочка, аудит, Big 4, консалтинг Big 4, консалтинг Big 3 адекватно? Да, адекватно. Если нет, как оптимально построить путь из точки А аудит в точку Б консалтинг? Можно напрямую подаваться, можно через консалтинг. Мне кажется, через консалтинг Big 4 даже лучше, поскольку опыт более релевантный, чем просто аудит. Так. Ой, как-то, прошу прощения, я когда кручу мышкой, тут как-то быстро все прокручивается, я иногда не вижу, что там происходит. Вот, окей, прокрутил верно. Так, Никита пишет. Привет, посоветуй выбрать трек. Сейчас работаю Big 4 отдел Data Analytics, есть Fast Track в Big 3, но не могу выбрать между General Track и Advanced. Есть хорошие знания в SQL, Python, но никак в email. Advanced это что? Это... А что такое General Track и что такое Advanced? Если General Track это General консультант, а Advanced это Data Science, то лучше General, потому что все-таки основа бизнеса консалтинга это консультанты и генералисты, а не дата-сайентисты. Все-таки, наверное, в Data Science, если бы я хотел пойти в Data Science, я бы пошел в другую компанию работать, где у тебя опыт будет покруче, где задачи посложнее. Я не знаю, наверное, какую-нибудь IT-компанию, тот же Яндекс, Mail.ru, возможно, но, наверное, не в тройку. А в тройку стоит идти именно в генералисты, в консультанты. Вот там, да, там интересно, там будет клевый опыт, и там как раз будешь больше всего расти.
И как раз там тебе не нужно, в тройке тебе не нужно знания по email, тебе не нужно SQL и Python, обойдешься. А если Python знаешь, ну круто, тем лучше. Так, а вот Дима подскажет, иди сразу Big 3. Окей, так. Окей, Дима подсказывает в Gamma, спрашивает про email в маках, не знаю, там, по-моему, задачки на Python. Ну смотри, конечно, если вы идете в Data Science, конечно, вас должны спрашивать про email, иначе зачем тогда, как же они набирают Data Scientist'ов. Но генералистов не спросят, и поэтому можно не париться. Так, дальше прокручиваю. Зачем тебе аудит? Сразу в консалтинг. Разные сферы. Но аудит помогает, опять же, в том смысле, что там есть аналитика и есть вот этот getting things done тема. То есть это лучше, чем ничего, но, наверное, лучше сразу в консалтинг, если есть такая возможность. Там консалтинг тоже 4, да. Так. Дальше смотрим. Кем можно быть в IT-сфере, если ты не чистый прогер математик и не чистый менеджер? Что-то среднее между этими профессиями. Продакт-менеджер. Вот он. Как бы тебе нужно объединять и то, и другое. Тебе нужно... Ну, на самом деле, ты, может быть, даже прогать не сильно уметь, но тебе нужно уметь с людьми общаться. Вот это как раз объединение и есть менеджмент, по сути. Привет из МГИМО. Привет. Что на сегодняшний день, по-вашему, считается престижным среди выпускников Mayo и экономистов? Что считается престижно? Какая работа, в смысле? Тройка, я думаю, престижно. Престижно быть бизнесменом. Престижно работать, где много платят, наверное. На самом деле престижнее это делать то, что тебе нравится. Вот если ты можешь делать то, что тебе нравится, работать, я не знаю, где ты хочешь, при этом в команде, которая тебе супер нравится, и там у тебя гибкий график и все прочее, вот это престижно. Вот это круто. Там торчать на работе до 12 ночи сейчас кажется уже не так круто, как раньше. И сейчас, когда раньше там консультанты могли говорить: ой, я пашу много, а вы вообще не работаете, да вы чем заняты? Там смотреть так свысока на людей, которые мало работают, то сейчас, как бы, если ты много работаешь, это скорее проблема для тебя, чем успех. Поэтому престижно это делать то, что тебе нравится, и столько, сколько тебе нравится, а не столько, сколько тебя заставит. Так. О, это ребята уже переписывают друг с другом, супер. Так, как можно стать Scrum Agile мастером? Не знаю, если честно, не изучал эту тему. По-моему, вот опять же, это все изучить не очень сложно. А потом есть какие-то сертификации, курсы по Scrum и Agile. Вот, собственно, посертифицируешься и станешь. Там пройдешь курс, получишь. Это, видимо, что-то типа CFA. Получишь там штампик, вот тебе Scrum Agile мастер. Так, как определять времени в день на выполнение нескольких задач? Или как успевать много? Лучше делать мало. Чем меньше, тем лучше. Вот помните, в видео я рассказывал про эссенциализм? Вот это оно самое. Если не видели, посмотрите, пожалуйста. Это прям очень крутая тема. Чем меньше вы делаете, тем больше вы успеваете. Не надо много задач себе планировать, ничего не успеете. Лучше запланировать какую-то одну и делать ее хорошо. Я, правда, сам не до конца научился это делать, но я учусь, вот, собственно, скоро расскажу детали, пока еще не буду спойлерить. Но ограничить себя приходится, конечно. Почему считаешь DS уходящим поездом из-за AutoML? Ну, скорее из-за того, что он становится все круче и круче, и появляется много компаний, которые нарабатывают в них компетенции. И вот для той же тройки, у которой нет пока этой компетенции, они больше про аналитику легкую были, это уходящий поезд, потому что у них бизнес по-другому построен, а теперь появились куча компаний, в которых работают крутые data scientist. Причем компании неизвестные, но которые как раз делали data scientist. Вот Паша Плесков в одной из таких работал. И реально там data scientist, они лучше шарят в задачах бизнеса с точки зрения data science, чем тройка. Поэтому для тройки это уходящий поезд. Тут даже не AutoML. AutoML это как бы отдельный поезд, который уедет, возможно, от многих data scientist. Тут скорее поезд data science уезжает от general консультантов. Так, занимается ли в тройке внедрением предложенных решений? Да, занимается implementation, называется практика. Если да, то сами или с привлечением интеграторов. Разные есть варианты, и бывает и привлекают, и сами тоже
разные сетапы. Так, Мирзо пишет: привет. Привет, Мирзо. Спасибо за ответ. Чтобы стать продакт-менеджером, нужно начинать работать обычным прогером или сразу можно с продакт-менеджера? Нужно пытаться идти в продакт-менеджера в небольшие компании, где вас возьмут с минимальным опытом, но просто с горящими глазами и желанием учиться. А потом набивать шишки и постепенно расти. Вот это, кажется, самый лучший вариант. Прогером не обязательно становиться. Не обязательно уметь прогать, чтобы быть менеджером. Тут скорее важнее уметь общаться с людьми, ставить задачи и достигать результата. Это важнее, чем уметь прогать. Поэтому, как бы все говорят, нужно учиться прогать. И я, на самом деле, тоже на эту удочку купился. Я вот там и когда-то учился еще давным-давно, и сейчас снова учусь. Но кажется, что это не так важно, на самом деле. Важнее уметь с людьми строить отношения, чем уметь прогать. О, мне, кстати, тут подсказывают. Да, не забудьте видео полайкать. Если еще это не сделали, поставьте лайк. Мне говорят, что если так не говорить, то толку не будет. Так, смотрите, я сейчас сделаю паузу небольшую с вопросами. И еще одну тему хотел с вами обсудить. Это тему интервью, которые мы снимаем. Особенно вот не так давно мы снимали интервью. Но я видел, что там с Лизой Лазерсон про феминизм вообще мало кому было интересно, хотя было много обсуждений. Но при этом я видел, что не очень интересны были интервью, например, с Антоном Степаненко, директором BCG, про To Do Good, интеллектуальное волонтерство. Хотя это очень крутая тема. Вот многие люди говорят, а каким образом там можно набраться опыта консалтинга, не работая в консалтинге. Вот пойти к Антону, поработать на его проектах. Это бесплатно, и там работают одни консультанты. Не одни, очень много. Там куча наших выпускников, которые прошли в консалтинг, в тройку, теперь работают тимлидом или даже не тимлидом, а просто в проектах. Поэтому, если хотите пойти в консалтинг потом, а до этого набраться опыта консалтинга, нужно идти туда. И это очень крутая тема. Но при этом я заметил, что не очень много смотрели. Или вот тема про вот этот product management в Питере, в ИШМ, тоже как будто не сильно интересно было. Хотя, вот мне кажется, это сильно полезнее, чем какие-то общие темы, даже там про ребят из DS, как они стали крутыми дата-сайентистами. Поэтому мой вопрос, внимание, вопрос. Какие интервью вам интересны? Про что снимать, кого звать, с кем разговаривать? Потому что я хочу все-таки, чтобы это смотрели, чтобы это была не какая-то фигня, которая там никому не интересна, но при этом я не хочу снимать какую-то супер попсовую вещь, я не знаю, звать каких-нибудь рэперов и ругаться с ним матом и обсуждать какие-нибудь последние тренды я не знаю, в какой-то культуре молодежной. Как бы это немножко не тема нашего канала, это не про будущее технологии и карьеры. Поэтому напишите, пожалуйста, что бы вам было интересно и полезно. Мы таких людей позовем и поспрашиваем. Так, пока вы пишете про это, и очень жду ваших ответов, я продолжу отвечать на вопросы. Так. Так, про продакт менеджмент. Так, Дима пишет. Как бы ты потратил 1,5 года бана после финала в фирме, без учета работы над фидбэком, вариант идти в другие конторы? Ну, вопрос. Если ты хочешь идти в тройку, есть еще вариант, если ты не хочешь идти в тройку, заниматься тогда другими вещами. Другие вещи, наверное, мы не будем обсуждать, потому что ты пишешь 1,5 года бана, значит, ты планируешь еще раз потратить время, еще раз попробовать пройти. Смотри, я бы попробовал набраться какого-то очень крутого опыта в компании, которая быстро растет, либо где ты можешь быстро набирать интересный опыт. Желательно в какой-то крутой сфере, которая сейчас растет. Вот там та же IT-сфера. Чтобы потом, когда ты шел на отбор, ты не просто показал себя, что ты там крутой парень, крутая девушка, потому что ты готов, там, с точки зрения умеешь решать тест, умеешь решать кейсы и все прочее, а еще у тебя крутой опыт, который сильно пригодится в консалтинге, и за который они готовы прямо с руками тебя оторвать. Вот я бы попробовал вот этот опыт получить каким-то образом. Не знаю как, это не супер очевидно, но над этим подумать. И потом таким образом, то есть прокачать свое резюме, и потом уже идти попробоваться в тройку еще раз. Либо альтернативу можно попробовать пойти в бизнес-школу. Там поучиться год или два,
Это тоже будет круто смотреться, плюс это как бы уже новая ступенька. Это не аналитик ты уже будешь, а ассоциат или там консультант в BCG. Соответственно, этот опыт тоже ценится, и плюс там много полезных вещей могут рассказать. Поэтому вот это еще один вариант. То есть, резюмируя, я бы сказал два варианта. Первый – это набраться какого-то крутого опыта, который тебе сильно поможет потом в тройке, желательно в что-то быстро растущее, вероятнее всего IT. И вторая тема – это пойти учиться в бизнес-школу. Так, Алмаз пишет. Может ли человек, у которого с математикой не очень, стать хорошим специалистом? Или как решить можно эту проблему? Специалистом? А в чем специалистом? Как бы мир, он огромный. И далеко не во всех профессиях нужна математика, тем более там какая-то супер прошаренная математика. В большинстве профессий, даже в консалтинге, математика нужна, но сильно простая. Школьная программа, даже меньше, наверное, чем школьная программа. А если говорить о каких-то творческих профессиях, либо о профессиях, где нужно общение с людьми, которые вот как раз больше сохранятся, вот эти caring professions, особенно там где-то в медицине, там вообще не нужна математика, там нужно уметь общаться с людьми. В преподавании, если это не технические специальности, нужно уметь общаться с людьми, а не математика. Мне кажется, что ключевой навык, без которого вообще тяжело будет, это как раз построение отношений с людьми. Построение качественных отношений, чтобы вы вместе могли работать, добиваться цели и при этом получать удовольствие от работы друг с другом. Вот этот навык самый важный. Вот без него как жить, непонятно. Непонятно. А вот без математики вы точно сможете жить. Просто там в каких-то направлениях не сможете, там программистом не стать без математики, наверное, ну или сильно далеко не продвинешься в крутые программисты, а там в каких-то направлениях очень даже без математики проживешь прекрасно. Хотя, наверное, какие-то азы все равно полезно посмотреть, поскольку все-таки мозг твой начинает по-другому работать, когда математикой занимаешься. Так, опять все прокрутилось, прокручиваю вопросы. Так. Сколько длится рабочий день в Big 3? Ну, часов 12 где-то. Наверное, там с 10 до 10. Или там с 9 до 10, где-то так, 12-13 часов в среднем, я думаю. На каких специалистов больше дефицит? Крутых разрабов или крутых продакт-менеджеров? Но крутых не хватает и там, и там. Крутые нужны везде. Вопрос просто, кем крутым ты можешь стать? Крутой разраб, это очень и очень непросто. То есть, например, чтобы мне вот стать крутым разрабом, хотя вроде у меня есть математика и все окей, программированием я раньше занимался, мне нужно еще много-много лет потратить. То есть сейчас я буду очень посредственный разраб. Там с менеджментом, наверное, мне будет чуть проще, но тоже до крутого менеджера много-много расти. Наверное, до менеджмента мне проще расти, чем для разраба. Кому-то там с другим складом характера, другими талантами проще до крутого разраба. Не знаю, вот мой брат, наверное, идеальный пример. Но он очень крутой разраб, у него круто мозг устроен. Там ему не так интересно с людьми общаться, чесать языком, но при этом он очень круто умеет там придумывать всякие программы, реализовывать. Да, вот он крутой разраб. Мне, наверное, проще стараться на прогера, на менеджера развиваться. Поэтому также здесь смотрите, что у вас лучше получается, где ваши сильные стороны, вот их долбите. Крутые специалисты всегда нужны будут там в большинстве направлений, потому что вот реально уникального крутого специалиста, кажется, нигде нельзя автоматизировать. Уникального. Но им еще нужно стать, это непросто. И вот тут нужно приложить усилия. Насчет темы профессии будущего. Серийный предприниматель может считаться профессией? На мой взгляд, в будущем это самая крутая профессия. Ну, может ли считаться профессией? Да может и может, серийный предприниматель. Да, только непонятно, как ему научиться серийным предпринимателям. То есть, как бы кажется, что программистам все-таки легче обучить, чем серийным предпринимателям. А может быть нет, может быть я ошибаюсь, просто пока не знаю, как изучать. Ну, в общем, как профессия, да, почему бы и нет. Как ее освоить так же, как другие профессии, непонятно. Так, может ли человек, у которого... Так, это мы обсуждали. Почему не советуете идти в западный PhD в ИТ, физике, т.д., разумеется, не в экономике, считая индекс счастья и тому подобное? Почему? В экономике как раз интересно.
я там год проучился, было интересно. Потому что это не только индекс счастья считать, это, по сути, много решений политических, экономических принимается на основе моделей как раз экономистов. То есть, если вы хотите влиять на то, как экономика работает в глобальном масштабе, в масштабе страны и шире, то экономисту как раз очень прикольно идти работать, идти учиться. PhD, я бы не сказал, что не советую идти получать PhD на Запад. Можно и, может быть, даже нужно кому-то, кому интересно. Вопрос в том, что это все-таки такая тема, которая подразумевает определенный склад характера. То есть, опять же, нужно быть усидчивым, нужно ценить свое одиночество, там много придется провести времени одному за книгами, или бы там за кодом и тому подобное. Общения с людьми там не так уж много. И плюс ботать нужно будет ого-го очень сильно. Это не так, как кандидат в России, конечно. Поэтому... пока учиться 5 лет, и там платят не очень много. То есть одному хорошо жить, с семьей не поедешь. Поэтому вот если все вот эти вещи не останавливают, наоборот, кажутся интересными, то тогда стоит идти. Поскольку как раз науку тоже автоматизировать очень тяжело. Кажется, никак пока. Стоит идти. А если что-то из этого отпугивает и кажется неподъемным, то не стоит. Так. ИТ-специалист, руководитель отдела специалист-инженер-программист в обычной торгово-производственной компании. Интересен консалтинг. Как и на какую позицию можно податься или нужно с нуля податься? Ну, ИТ-специалист, именно специалист, скорее всего, это будет подача на позицию стартовую. Аналитик, либо ассоциат в BCG, в Bain. Но как податься? Примерно так же, вот как у нас было в «Стань консультантом». Подготовить резюме, подготовить свои там ответы на вопросы на разные, научиться тест решать, научиться кейсы решать и идти проходить интервью. То есть тут все так же, как у всех, отличия никакого не будет. Что думаете про Николая Сторонского и его револют? Признаться, ничего не думаю. Я как-то о нем не задумывался. Но вроде как компания большая, быстро выросла, наверное, интересный человек. Но я про него вообще не знаю. Вроде там интервью с ним какое-то было, но я не смотрел. Я поэтому ничего про него не знаю и не думаю. Экономистом у меня твердая 4 в школе была. Так, а вопрос это Алмаза. Там, может ли человек, специалист экономистом? Но опять же, экономист, я не очень понимаю, что это за профессия экономист. Какой-нибудь бухгалтер, аналитик, вот эти все вещи. То есть просто как профессия экономист такой особо нет, кроме как вот в том же Центральном банке или там в каком-нибудь Министерстве экономики. В индустрии-то я что-то не знаю, что там экономист делает. Но вот те, что я назвал, связанные с планированием, отчетностью, аудитом, твердой 4 школы, окей. Ну, крутым, наверное, суперспецом тяжело стать. Хотя, наверное, важны еще ведь и другие науки. Вот как я говорил про общение с людьми, и у экономиста оно тоже будет важно. Вообще, как в любой карьерной лестнице. Поэтому я думаю, что с 4 по математике, особенно если постараться ее немножко подтянуть. Кстати, тут, конечно, я не могу не вспомнить про наш курс по математике. Приходите подтянуть ее до нормального уровня, требующегося на обычных профессиях, да, даже и на консультантской профессии, там этого уровня хватит. Я думаю, что с 4 запросто можно стать и хорошим специалистом в экономических направлениях. Вы, кстати, про интервью-то мне что не пишете? Пишите, пожалуйста. Либо, может быть, написали просто глубже, я не успел дойти. Нет, не так много еще. Напишите про интервью, с кем интересно. Так. Реально ли в implementation заниматься непосредственно внедрением, а не слайдами? Да, я думаю, что реально, Excel в тройке. Реально, да, там есть работа с людьми, с сотрудниками клиента, обучение навигаторов, построение бизнес-процессов. Да, там не только слайды, реально. Там не только слайды. Так, еще такой вопрос. И ты IT-сфера не раздута ли сейчас? На мой взгляд, с учетом того, сколько сейчас выпускают программистов, компенсация будет стремительно падать. Ну, не знаю, насколько стремительно, но то, что выпускают много программистов, да, я думаю, что
компенсация не будет сохраняться вечно такой большой, как она была раньше или там как сейчас. Да, постепенно она будет сокращаться, постепенно это будет коммодитизироваться профессия. Но, опять же, супер топ ребята все равно будет много получать. Но такие среднячки, они будут ниже. Вот так. Я думаю, что да. Но пузырь, вопрос еще, насколько он может лопнуть вообще вот эта сфера IT, стартаперства, всех компаний с этим связанных, соответственно, зарплаты программистов и тому подобное. Непонятно. Давно споры идут, что вроде как все раздуто, и эти IPO последние, которые недавно наблюдали, тоже чрезмерная оценка. Компаний, которые даже прибыль не делают. Непонятно. Окей, тут как бы тяжело прогнозировать, но как бы, да, сало надо перепрятать. Если есть возможность диверсифицироваться там с точки зрения еще что-то, развивать не только программирование, то да. Я думаю, что есть смысл. Либо крутым программистом становиться. Посредственным программистом точно нет смысла быть. Средненьким таким, поскольку эта тема быстро умрет, либо автоматизируется, либо лопнет и тому подобное. Либо крутым программистом, либо крутым кем-то еще. Так, было бы круто снимать видосы про новые технологии профессии ведущих компаний. Так, вот это как раз про видео. И Яндекс.Мейл, может, Google. И брать интервью у топовых спецов этих компаний. Хорошая идея, спасибо. Как раз думал позвать кого-то из Samsung AI. Вот это как раз Research Lab, который у них здесь недавно организовался. Мне кажется, очень крутые ребята. Надо их позвать. Да, хорошая идея. В каких профессиях можно объединить прогерство и медицину? Или как с помощью программирования сделать прорывы в медицине? Ну, это скорее не столько прогерство, наверное, сколько как раз анализ данных. В каких профессиях? Я не знаю, институциализировано ли это как-то, чтобы были профессии, но кажется, что как раз в разных небольших стартапах, которые занимаются анализом данных в медицине, вот это очень все пригодится. Крупных компаний я не назову, но про стартапы слышал часто. Особенно на Западе, к сожалению, но и у нас тоже. Кстати, про медицину будет, по-моему, отдельная секция на DataFest. DataFest – это вот это мероприятие, такое большое, конференция, которая устраивает Open Data Science, тусовка Data Scientistов русскоязычных в Москве. Кстати, они проходят как раз в пятницу, субботу, вот в эти буквально. У вас еще есть время зарегиться. Рекомендую, у кого есть время в пятницу, в субботу, послушать про то, как устроен Data Science в разных компаниях, зачем он нужен, какие есть проблемы, какие он решает проблемы, как его внедрить и тому подобное. Очень крутая будет тема. Советую зарегиться. И сходить, еще время есть. Сейчас я, кстати, погуглю, где там DataFest. Я вам скину ссылку. Вот он, DataFest. Так, оп. Я вам скину ссылку. Кому интересно, заходите, зарегитесь. Так, Артемий пишет. Болезненная тема, качество очень страдает нынешних выпускников программистов. Да, пошли ли ТС-сферы всякими курсами, стань программистом? Да, стань программистом за час. Но опять же, программисты очень разные. Опять же, там программист, наверное, на HTML. Это не то же самое, что программист на плюсах какой-нибудь. Или программист там какой-нибудь бэкэнд, жесткий девелопер какой-то сложной высоконагруженной системы. Вот я не знаю, там программисты, которые разрабатывают архитектуру Яндекса, вот они очень жесткие ребята. Программисты, которые пишут какой-нибудь несложный фронтенд, наверное, они более такие лайтовые, там не так сложно стать средним программистом, чтобы выполнять при этом работу ценную. Опять же, просто программирование очень широкая тема, тут кого только нет. Стоит различать разные направления. Так, как экстраверту стать программистом? Кажется, что программистом может быть и экстраверт, не обязательно работа для интроверта. Вопрос, насколько ты усидчивый, насколько тебе это интересно. Программисты бывают экстраверты, я видел таких ребят. Просто, скорее их не очень много. Вопрос, а зачем тебе это нужно? Если ты экстраверт, если ты раньше этим не занимался никогда программированием,
то почему решил, что сейчас становиться стоит, и ты готов потратить много-много лет, чтобы стать там крутым программистом? Казалось бы, лучше использовать свои сильные стороны, чем пытаться подтянуть слабые. Потому что слабых много будет, а сильная она одна. И за счет сильной ты можешь отличаться, а не за счет того, что слабый подтянул. Я бы задумался о том, стоит ли становиться программистом. Но если ты все-таки решил, что стоит, тогда набраться терпения и сотни, а то и тысячи часов, десятки тысяч, наверное, сидеть и тренироваться, писать контесты, изучать компьютер сайенс, идти на стажировку куда-то, идти там работать в IT-компании там, за любые деньги, желательно в компании покруче, постепенно расти и это делать много лет. Да, тогда станешь. Но вопрос, опять же, готов ли ты через это все пройти? Не знаю. Было бы интересно услышать про то, как ты организовываешь самостоятельное обучение дома. Или же просто ботаешь строго по учебнику. Ну, скорее я заранее придумываю, что я буду ботать, какие задачи мне нужно решить, а потом беру и ботаю строго по этим задачам. Учебник это, или список вопросов, или еще что-то. На самом деле я не думаю, что мое обучение, оно сильно как-то очень круто организовано. Во всяком случае сейчас, там в Шаде, допустим, я ботаю более-менее там то домашние задания, которые дают, вот их и беру. Вот скорее, если бы я как-то сам его структурировал, обучение, там, например, обучение Data Science сам как-то организовал. Да, про это интересно было бы рассказать, но я это пока не делал. Если буду делать, то да, то расскажу, наверное, было бы прикольно. Спасибо за идею. Так, насчет интервьюеров. По-моему, у тебя не было предпринимателей, стартаперов, особенно всякие диджитал стартапы и тому подобное. Идея. Да, кстати, я как раз хотел позвать очень интересного парня, моего однокурсника, Никиту Халявина, который создал сеть профессионала. Это вот аналог LinkedIn, но потом, правда, пришлось продать. Интересно узнать, почему пришлось продать. А сейчас он уехал в долину и сделал там какое-то приложение типа WhatsApp, и очень круто на этом живет. Да, я хотел как раз с ним поговорить, он очень интересный, харизматичный парень, и много чего может рассказать. Думаю, что да, снимем, спасибо за идею. Так, только присоединился, прошу прощения, если повтор. Было ли что-то про стать консультантом нового сезона? Если нет, какие новости? Да, было, в самом начале это обсуждали, посмотри, пожалуйста, потом запись. Решали, что делать, там набрасывали ребята разные варианты, были прикольные идеи. Так, опять что-то все прокрутилось, Так, супер, вернулось. Так, расскажи про компанию Strategy End. Она ближе к тройке или четверке? Как по уровню людей, так и по зарплате? Я думаю, что она поближе к тройке, потому что там команда ее организаторов это экс-тройка. Там основатель ее, по сути основатель, директор это экс-BCG, там партнеры, младшие партнеры, не все тоже экс-BCG, экс-McKinsey. Там вот как раз мой менеджер бывший работает. Ну и плюс они не сильно связаны с прайсами, скорее только организационно, но ресурсы у них свои, решения там на чем заниматься, они автономно принимают. Я бы даже сказал, что они не на тройку похожи, но при этом отличаются в том смысле, что они больше работают с какими-то новыми начинаниями, стартапами в рамках корпораций, с какими-то новыми бизнесами. То есть они более гибкие, чем тройка. Вот в этом, мне кажется, у них большое преимущество над тройкой, которая все-таки менее поворотливая, просто потому что она большая. Они компании большие, достаточно успешны, но при этом им тяжелее маневрировать, чем небольшой команде клевых профессионалов. Вот это как раз про Strategy End. Все, грозились снять интервью с их главой как раз, но что-то он вечно занят, поэтому откладывали пока. Сейчас не знаю, может они вернутся, тогда снимем. Так, так, а как понять свои сильные стороны? Хороший вопрос. Но поспрашивать людей вокруг тебя и заняться, подумать самому, что у тебя хорошо получалось, когда ты видел, что у тебя хорошо получается, когда ты чувствовал, что у тебя хорошо получается, что это были за моменты и за счет чего это хорошо получалось. То есть две вещи, вот такое внутреннее копание и опрос людей вокруг себя такой, 360 градусов фидбэк. Кстати, в тройке очень популярный. Спросить своих начальников, своих подчиненных, своих пиров, своих клиентов, а что, в чем ты хорош, за что они тебя ценят.
и на это ориентироваться. Ну и плюс пробовать разные вещи. Вот третий подход. Все подряд пробовать, смотреть, что лучше зайдет. Но пробовать, конечно, надо не просто один день посидел, поизучал программирование, не заходит, все. Нужно потратить какие-то усилия, через «не хочу» перебороть себя и посмотреть на результат. Поскольку сразу ничего не получается, и если сразу терпишь поражение, это не значит, что не научишься в итоге, и что это не твоя сильная сторона. Значит, возможно, что нужно поднажать. Поэтому не бросайте. То есть идея это покопаться в себе, вспомнить, где что хорошо получалось, поспрашивать других людей и попробовать разные вещи новые. И из них выбрать. Короче, такое АБ-тестирование. Ну, даже не просто не АБ, просто тестирование. Так. Снимаю видосы про будущую судьбу нынешних ИТ-профессий. Может, не только их, и возможных будущих профессий в ИТ, не только в сфере. Будущей профессии, окей. Так. Запись потом сохранится? Да, сохранится. Привет, спасибо большое за то, что ты делаешь. Спасибо, что интересно, что оценишь. Так. Работа в консалтинговом бутике. Есть крупный семейный бизнес, который нужно развивать, но, боюсь, не хватит опыта. Есть только 3 года в индустрии. Есть ли смысл еще год сидеть в консалтинге или лучше в семью? Ну, год в консалтинге не даст тебе опыта владения бизнесом. Как бы если у тебя есть бизнес семейный, вот на него нужно потратить силы, потому что где ты наберешься опытом владения бизнесом, только владея бизнесом, работая в нем. Шишек у тебя будет полно, конечно, опыта тебе не хватит, и будешь страдать. Но и окей, по-другому не получится. Не получится где-то быстрее наработать опыт, чем самому насобирав шишки. Консалтинговый бутик или даже не бутик не научит тебя этому. Научит каким-то подходам, которые тебе будут казаться нерелевантными и непонятными. А всю релевантность поймешь только, когда будешь сам применять. Я бы сказал, иди и занимайся своей компанией сейчас, потому что это важнее. И да, страдай, терпи, но при этом учись. Это будет полезнее, чем учиться в тепличных условиях на других каких-то компаниях, которые нерелевантны тебе, которые супер большие еще к тому же, работают в других сферах, и поэтому то, что ты учишь там, не сильно тебе поможет где-то еще. Так. За канал мое почтение. Супер, спасибо. Я стажу в Сбербанке про Data Science и в будущем, наверное, буду развиваться в этой сфере. Это круто. Супер. Вообще в Сбербанке прикольно. Сбербанк интересная компания, потому что раньше всегда про них шутили, где открывали туда идите, а сейчас они реально насобирали очень крутую, огромную команду технарей. И кажется, что, не знаю, с точки зрения technical capability, с точки зрения тех же data scientistов, они соревнуются с Яндексом и утрут нос тройки точно. То есть capabilities по Data Science у них сильно круче. И, блин, это интересно. Поэтому прикольно. Мне кажется, что с Data Science в Сбербанке интересно работать, учитывая, что там не сильно большая нагрузка, насколько я слышал, и при этом очень хорошая зарплата. Это прикольно. Это вопрос о том, там, чем круто заниматься. Круто заниматься тем, что интересно в компании крутых людей, и при этом имея гибкий график. Вот это, кажется, в Сбере есть такое. Окей, очень понравились твои курсы на твоем сайте, показались, они могут уйти на стык данных консультирования, мне интересно. Прикольно. Да, там сильно с данными мы не возимся, но скорее про консультирование говорим, да. Поэтому, да, могут пригодиться действительно, если ты data scientist, наверное. Но они пригодятся с точки зрения вот этой soft части. Скорее не hard ты на работе постигнешь, а soft части, как это все объяснить и как построить отношения с людьми, вот это пригодится. Так, Data Scientist это больше математики или крутые прогеры? Это что-то посередине. Крутой прогер нужен, когда ты в продакшн пихаешь код, то есть когда у тебя же есть модель, и тебе нужно ее применять на куче данных, и чтобы она работала и выдавала результаты. Математика нужна, когда моделью придумаешь, но при этом часто для стандартных задач модели ты придумываешь даже не сильно с математикой, а скорее на основе опыта. Плюс много вещей в Data Science ты не
пока еще не знаешь, почему, как они так работают. Вот, например, там, как работают нейронные сети, мы до конца не понимаем с точки зрения математики. Мы, даже ученые, не то, что я не понимаю, я много чего не понимаю, но даже крутые ученые не до конца это все понимают с точки зрения математики. То есть теоретический аппарат отстает от практического. И поэтому практический аппарат во многом держится на опыте. То есть здесь даже не обязательно быть супер крутым математиком. Понимать, как что устроено, конечно, стоит, там, понимать линейную алгебру и матан пригодится, но при этом не нужно быть там супер-мега семпиади во лбу математиком. А иметь опыт применения всех этих штук, нарабатывать этот опыт, вот это ценно. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь об этой идее. Ну это я сейчас как раз рассказал про курсы, где там они могут пригодиться. Так, Александр Франц, как ты думаешь, чем закончится эта мода на прогеров и Data Scientists? Раньше это были юристы и экономисты. Чем закончится? Не знаю, новой моды, наверное, на кого-то еще, на политиков и сантехников, либо на медсестер и биохакеров. Я не знаю на кого. Ну, то есть, будет новая тема просто, наверное. А это как-то изменится. Не то, что юристы не нужны. Юристы все равно нужны, но скорее юристы нужны крутые. Не крутые автоматизируются. Ну и data scientists не крутые тоже будут автоматизироваться и замещаться. Останутся только крутые, как и крутые юристы. Так. Что скажешь про... Спасибо за работу, которую ты делаешь. Спасибо, Никит. Что скажешь про курсы FastAI? Не знаю, сам не проходил. Вроде говорят, что прикольные курсы, но я не смотрел. Не знаю, поэтому не могу сказать. Зачем идти шат, если можно сразу пойти на стажировку в Яндекс? Ну, все-таки шат, он более фундаментальные вещи учит. Стажировка в Яндекс, она не обязательно будет супер фундаментальные вещи. Часто люди после шата, когда идут в Яндекс, страдают, что занимаются супер скучными, примитивными вещами. То есть не в каждом отделе у тебя будут какие-то крутые вещи. В каких-то будут, супер неинтересные, там, SQL гонять. Но при этом, наверное, опыт этот полезен. Но скорее, после шада ты можешь скакнуть на какие-то более крутые позиции. Там тот же Samsung IE, например. Там у них реально state of the art. А в Яндексе ты можешь попасть на state of the art, а можешь не попасть, и можешь заниматься вечно вещами, которые там помогают зарабатывать деньги, но при этом с точки зрения твоего развития как программиста или data scientist будут вполне себе ограниченными. Ну, поэтому, может быть, есть смысл идти в шат, чтобы потом перескочить на что-то более продвинутое. Так. Перенасыщение рынка будет, наверное, прогерами и тому подобное. По идее, это же рынок. Я думаю, куда повалит столько джуниоров. Да, в какое другое направление повалит. Там, где меньше будет потребность. Вот, пожалуйста, медбратья, медсестры. Пока не сильно актуально, но, видимо, скоро дальше будет актуально. Вообще, человеческое общение, оно все будет более и более актуальным. То есть, как бы дешевый вариант, это когда тебе делает все технология, компьютер. А дорогой вариант, это когда тебе делает работу человек. И вот это как раз дальше, видимо, и будет актуально. И вот туда повалят все люди, кто в автоматизацию не влез, либо поздно влез. Так. Мода на крутых чуваков вечна. Да, не поспоришь. Рассказывай чаще про свой опыт и людей в шат. Блин, вроде про шат уже все рассказал. Даже не знаю, что еще рассказать-то. Потому что, ботаю. Вот там ML там сдал. Вот сейчас там встретился с ребятами. То есть, я понимаю, вот про подготовку я рассказывал, мог что-то новое привнести. А тут я, кажется, уже мало чего нового могу рассказать. Так, к вопросу банка и ИТ. По вашему мнению, куда лучше пойти ДС, в Яндекс или в Сбербанк? По зарплатам, конечно, банк. Хотелось бы узнать, не проседают ли проекты в банках, ведь Яндекс дух стартапа. Яндекс все-таки уже не дух стартапов, Яндекс это огромная компания. С одной стороны, а в Сбербанке тоже есть куча всяких подразделений, которые обладают духом стартапа. То есть я бы не сказал, что Яндекс стартап, Сбербанк сильно отличается. Нет, сейчас это обе эти компании это огромные компании, уже никакие не стартапы, но в каждом из них есть подразделения, которые живут как стартапы. Я не знаю, я думаю, что стоит посмотреть, что за позиция, на которой есть возможность пойти в Яндексе и в Сбере, насколько работа там state of the art, насколько она интересная.
И насколько команда крутая. Вот это самое важное, ребят. Насколько команда крутая. Если команда отстойная и там засранцы работают, то не стоит туда идти, вы только намучаетесь. А если там очень крутые люди, которые понравились вам, то идти стоит. И это уже не важно, Сбербанк или Яндекс. Обе компании нормальные, и не могу сказать, что тут просто бренд что-то решает. Нет, нужно смотреть глубже, нужно смотреть на людей и на проекты, которые будете делать. Дальше. Вот. Какие курсы для гуманитариев посоветуешь для введения в Data Science? Слышал, на Курсере неплохие. Да, неплохие, но там, правда, супер поверхностные, куча всего будет непонятно, потому что математику они там не затрагивают. Но, по крайней мере, поймешь, что к чему. Даже можно пройти первый курс Эндрю Ина 2012 года. Он достаточно лайтовый. Там как бы он старый, вроде как уже много чего нового развилось, но понимание он дает. Окей, понимание, что есть классификация задачи, есть задачи регрессии, есть задачи кластеризации. Вот это все он объясняет на простых примерах, и вы даже что-то ручками поделаете и научитесь там, я не знаю, распознавать рукописный текст, рукописные циферки. Круто. Курс несложный, я его проходил перед Стэнфордом, ну, когда в итоге не поехал. Поэтому можно его даже посмотреть. Можно специализацию пройти от Яндекса, но она посложнее с точки зрения математики, там придется помучиться, кажется. Ну, не то, что она суперсложная, конечно, там, но посложнее. Наверное, совсем гуманитарию это курс Эндрю Ина. Очень круто будет. Так, спасибо за ответы. Спасибо, Дим, что смотришь. Так, да, кстати, нам надо закругляться уже. Ой, уже сколько времени, нифига себе. Но я сейчас хочу все-таки на вопросы поотвечать по максимуму и закруглить. Так, стать консультантом, безусловно, нужно. Это идеальный вариант для такого онлайн-университета, как Фрес. Только поработать с форматом, сделать структурированно и красиво, и будет супер. Окей, услышал. Спасибо за идею. Да. Привет, хотел послушать, что думаешь про книгу Далио. Мог пропустить, уже было. Да, я как-то рассказывал коротенько про это, но и здесь расскажу. Очень крутая книга. Интересно, как он все автоматизирует и систематизирует в своей жизни. Но от нее большая польза будет, конечно, если сможешь это применить. Я пока никак это применить не смог, но я постоянно думаю, как это начать где-то использовать. Книгу точно стоит прочитать и подумать, как ее внедрить в жизнь. Мне кажется, что она может очень сильно помочь. Стоит. Годная книга. Так. Так, это ребята уже друг с другом переписываются. Так, супер. Насчет бэкграунда, условно МГИМО, то есть топ-вуз, но не профильный факультет, было бы в точку, кажется. Ага. МГИМО. Это как Рома, Рома Юниман, который сейчас ушел из BCG и баллотируется в Мосгордуму. Он как раз политолог из вышки. Да, вот с таким человеком было прикольно снять. Но он, конечно, очень такой очень интересный человек. Вот да, вот по нему видно было, конечно, он пройдет. Его можно было знать. Так. В 2020 году будет набор в ШАТ? Думаю, да. Как бы не я решаю про набор в ШАТ, вы понимаете, но я подозреваю, что будет, когда он денется. Как жену понять, какая компания молодцы, какие засранцы? Пообщаться с ними на интервью и посмотреть. Если люди нравятся, это легко понять, ребят. То есть вы думаете, что чтобы понять, научиться понимать людей, нужно много времени потратить и быть суперопытным чуваком? Да, наверное. Но понять, кто засранец, кто нет, можно достаточно быстро. Нужно прислушаться. Вот нравится человек или нет? Если не нравится интервьюер, а если особенно интервьюер человек, с которым ты будешь работать, если не нравится, то это засранец, все, тебе не нужен. Если нравится, думаешь, классный человек, я хотел бы с ним общаться, я хотел бы с ним работать, то вот, значит, подходящий вариант. Нужно просто себе доверять в этом отношении. Вы гораздо больше понимаете о людях, чем думаете, даже если там еще джун. Все-таки джун это уже человек, которому, не знаю, 20 лет или даже больше. За 20 лет уже точно начинаешь что-то понимать в людях. Не все еще, но много уже понимаешь. И надо вот это в себе, вот это свое умение ценить. Так, Change Cup и Т второе место, хакатончик выигранный, 3-й курс МГТУ, на собесе сказану удачно. Так, это про что? Что-то я не догнал. Не понял. Арсений не понял, что ты написал.
Так, дальше читаю. Что скажешь об онлайн-курсах Udacity? У твоих знакомых есть положительный опыт использования? Стоит заметно дороже, чем Coursera, есть ли смысл переплачивать? Наверное, курсы разные. Нужно смотреть, какие курсы подходят. В целом, я думаю, что стоит, если посмотреть на хороший курс. Я не говорю, что прям сама платформа лучше или хуже. Нужно смотреть конкретный курс. Вот если он клевый, у него отзывы, и вам его рекомендуют, то стоит пойти. Если не клевый, то не стоит. Так, дальше. Кстати, на edX есть достаточно неслабые в плане математики курсы. Например, прохожу Fundamentals of Statistics от MIT. Ну круто. Я думаю, что и на Coursera есть неслабые с точки зрения математики курсы. Но хотя математические курсы, наверное... хотя нет, почему? Их можно и онлайн делать. Там, в принципе, сидишь, ботаешь. Но полезно с человеком пообщаться в каких-то жестких математических курсах, с кем-то обсудить. Потому что самому бывает прям очень тяжело. Но, наверное, в принципе, если другого варианта нет, то сойдет так. На рутрекере посмотри, потом решишь, стоит ли платить. Ну да, на рутрекере, наверное, можно скачать, а там задания проходить потом на этом. Либо пообщаться с людьми. Опять же, в том же ODS можно поспрашивать людей, что они проходили. Если в России quantitative research, где искать такие позиции, хочется связать DS с финансами. Кажется, вот для этого стоит пойти на DataFest и посмотреть, что там будет в секции финансы. Я думаю, что есть, но очень мало. У нас вообще финансовая сфера сильно не развита в последнее время, после 2014 года. Поэтому я думаю, что в России почти нет. Если ее развивать, то нужно, скорее всего, куда-то за границу ехать. Но это мое подозрение. Опять же, вот послушайте, в пятницу про это расскажут. Да, World Quant есть, но я не знаю, не в России-то есть этот World Quant. Стоит ли пробовать работать и прогером, и менеджером, чтобы понять, кто ты, или нужно бить в одну точку? Можно попробовать разное, почему? Попробуй, посмотри. Но опять же, менеджером потяжелее работать, наверное, чем прогером, потому что прогер, ты выучишь что-то и уже можешь идти джуном, а менеджером не так часто берут, хотят узнать обычно, есть ли у тебя какой-то опыт менеджмента или нет. Если нет, то не зовут. Поэтому, наверное, опыт менеджмента потяжелее набрать, чем опыт программирования. Но я думаю, что стоит попробовать и то, и другое. Действительно. Так. Все, вроде бы на все вопросы ответил. Если еще какие-то остаются, пишите в комментариях. В комментариях еще обсудим. А если нет, то встречаемся с вами на следующем Office Hours. Ну и, конечно, новых видео. Теперь я вас послушал кучу идей. Будем это воплощать в жизнь. Все, спасибо, ребят. До связи.